Темная шерсть Луны была в пятнах крови, когда она рожала четвертого медвежонка. Ее массивное тело дрожало от изнеможения. Доктор Томас Митчелл придвинулся поближе к смотровому окну, не сводя опытного взгляда с сопротивляющейся черной медведицы. За 20 лет работы в медицине дикой природы он никогда не видел, чтобы медведица успешно рожала столько детенышей. Но Луна еще не закончила. Ее тело снова напряглось, и в тусклом утреннем свете Центра восстановления дикой природы Монтаны появился пятый детеныш. 5 детенышей. Одного этого количества было достаточно, чтобы вызвать бурю восторга в сообществе специалистов по охране дикой природы. Доктор Митчелл наблюдал, как Луна нежно очищала каждое крошечное тельце. Ее огромный язык мягко пробуждал их к жизни. Детеныши оказались на удивление крепкими для многоплодной матери, и каждый из них извивался со здоровой энергией, стремясь к материнскому теплу. На этом история должна была закончиться, но рождение здоровых детенышей у матери-одиночки стало подвигом, который попал в заголовки газет по всей стране. Луна прибыла в заповедник 4 месяцами ранее, и ее мощное тело скрывало драгоценный груз. Первое ультразвуковое исследование показало наличие нескольких детенышей, что вызвало изумление персонала заповедника. Даже тогда что-то в зернистых изображениях обеспокоило доктора Митчелла. Он провел бесчисленное количество ультразвуковых исследований беременным медведицам, но снимки Луны казались какими-то особенными. В то время он не обращал внимания на свое беспокойство, сосредоточившись на невероятном количестве детенышей, которых она вынашивала. По мере того, как осень окрашивала дикую природу Монтаны в яркие золотые и темно-красные тона, поведение Луны становилось все более необычным. Ее 800-килограммовое тело двигалось с неугомонной энергией, пока она готовила место для родов. Сотрудники приюта наблюдали за ней с растущим нетерпением. Их сложное оборудование фиксировало каждое изменение в ее состоянии. Доктор Митчелл потратил дополнительные часы на изучение полученных данных, не в силах избавиться от ощущения, что они вот-вот станут свидетелями чего-то беспрецедентного. Утром, в день родов, в воздухе повисло такое напряжение, что каждый нерв напрягся. Расстроенное рычание Луны эхом разносилось по комнате наблюдения, пока доктор Митчелл собирал свою команду. Первый детеныш появился на свет, когда рассвет окрасил небо в яркие оранжевые и розовые тона. Через несколько часов появились еще 4 детеныша, каждый из которых не боялся осложнений при рождении. Наблюдательный пункт наполнился тихим торжеством, когда пятый медвежонок сделал свой первый вдох. Доктор Митчелл начал свои предварительные записи, документируя то, что, по его предположению, стало одним из самых успешных многоплодных родов медведицы в истории заповедника. Его ручка двигалась по странице с привычной деловитостью, записывая вес, время и жизненные показатели. Все, что касалось родов, прошло идеально, даже чересчур идеально. Оглядываясь назад, он понимал, что это совершенство, способ природы подготовить почву для того, что последует дальше. Луна внезапно прекратила аккуратно чистить своих детенышей. Ее массивное тело напряглось, а дыхание вернулось к привычному ритму активных схваток. Ручка доктора Митчелла замерла на полуслове. 20-летний опыт подсказывал ему, что это невозможно. Они были свидетелями рождения 5 детенышей. Они задокументировали появление 5 детенышей. В каждом учебнике, в каждой исследовательской работе, в каждом отрывке научных знаний говорилось, что это рождение было завершенным. Но тело Луны говорило о другом. Доктор Митчелл отложил свои записи и подошел ближе к смотровому окну. 5 детенышей лежали, прижавшись к теплому меху Луны. Все были на месте, все дышали нормально. Однако сложное оборудование для мониторинга подтвердило то, что говорили ему глаза. Паттерны сокращений, отображаемые на экранах, соответствовали активным родам, а не мягкому процессу рождения последа, который он наблюдал сотни раз до этого. «Это невозможно», – прошептал он, забыв поставить чашку с кофе на край наблюдательного стола. Остальные члены команды замолчали, не сводя глаз с массивной фигуры Луны.
Утренний свет освещал каждую деталь разворачивающейся сцены. 5 детенышей. Они насчитали 5 детенышей. Они зафиксировали 5 детенышей, но мощные мышцы Луны подергивались от безошибочных сокращений. Самая опытная медсестра заповедника по охране дикой природы Сара Коллинз перепроверила оборудование для мониторинга. «Это настоящие родовые схватки, доктор». «Митчелл», — подтвердила она сдавленным от напряжения голосом, «такие же, как у других медвежат. Но это невозможно. У черных медведиц не бывает 6 медвежат. Они просто не верят». Руки доктора Митчелла слегка дрожали, когда он настраивал камеры. Что бы ни происходило, необходимо было тщательно задокументировать. Без надлежащих доказательств никто не поверит в то, чему они станут свидетелями. Он мысленно перебирал все, что знал о размножении медведиц. В редких случаях медведицы могли рожать детенышей с небольшими задержками. Но это было другое дело. Все 5 медвежат родились несколько часов назад. Это было нечто совершенно иное. Огорченное рычание Луны стало громче, эхом разносясь по комнате наблюдения. Ее массивное тело дернулось. Материнский инстинкт заставил ее защитить своих 5 детенышей, хотя она и готовилась родить еще кого-то. Приборы наблюдения непрерывно пищали, фиксируя жизненно важные показатели, которые на данном этапе родов были невозможны. Напряжение в комнате росло по мере того, как усиливались схватки Луны. Доктор Митчелл прижался лицом к стеклу. Его научный ум пытался осмыслить то, что он видел. Препарат. За все годы работы в медицине дикой природы ничто не подготовило его к такому моменту. Остальные члены команды столпились позади него, забыв о своих планшетах и планшетках с записями, наблюдая за развитием событий. Мощное тело Луны напряглось в последний раз. То, что произошло дальше, заставило кофейную чашку доктора Митчелла выскользнуть из его внезапно онемевших пальцев. Керамика разбилась об пол, и этот звук нарушил ошеломленную тишину в комнате наблюдения. Но никто не обернулся посмотреть. Все взгляды были прикованы к тому, что только что появилось в вольере Луны. Ветеран ветеринарной службы беззвучно открыл и закрыл рот. Ноги подкашивались, и ему пришлось ухватиться за подоконник, чтобы не упасть. Позади себя он услышал, как Сара ахнула, а затем ее планшет со стуком упал на пол. То, что предстало перед ними, противоречило всему, что известно о размножении медведей, всему, что известно о самой природе. Луна повернула свою массивную голову к своему новоприбывшему. Ее нежный язычок потянулся, чтобы убрать то, чего не должно, не могло быть. Доктор Митчелл боролся с желанием протереть глаза, чтобы хоть как-то избавиться от того, что, несомненно, было галлюцинацией. Но изображение оставалось, становясь четче с каждой секундой, пока Луна мыла своего нового детеныша. Время, казалось, застыло в комнате наблюдения, когда Луна показала, что появилась после появления ее 5 детенышей. Сквозь стекло доктор Митчелл увидел нечто, что могло бы бросить вызов основам медицины дикой природы. Перед ними лежал 6-й детеныш, но его появление заставило каждого человека в комнате инстинктивно отступить назад. Это был необычный медвежонок. Во-первых, его размер. В то время как у 5 предыдущих медвежат были нормальные пропорции для новорожденных, этот детеныш был почти в 2 раза больше их. Его мокрая шерстка блестела в свете прожекторов, демонстрируя окраску, которая повергла в шок всю медицинскую бригаду. Вместо ожидаемого черного меха американского черного медведя на шерсти этого медвежонка были отчетливо видны серебристо-белые пятна, создающие узор, ранее никогда не описанный в истории медвежьих пород. По мере того, как Луна чистила своего необыкновенного отпрыска, появлялись все более невероятные черты. Строение лица детеныша резко отличалось от его братьев и сестер. Его мордочка была короче, изящнее, и, что самое шокирующее, его полуоткрытые глаза светились необычным янтарным цветом. Новорожденные медвежата обычно держат глаза закрытыми в течение нескольких недель после рождения, но этот детеныш, казалось, бросал вызов всем известным правилам развития медведя.
«Немедленно соедините меня с генетиками», — приказал доктор Митчелл, понизив голос почти до шепота. «И сохраните все записи, которые у нас есть. Никто не поверит в это без доказательств». Его руки дрожали, когда он потянулся за телефоном, и он чуть не выронил его, когда медвежонок издал крик, не похожий ни на что он когда-либо слышал от новорожденного медведя. Звук эхом разнесся по комнате наблюдения. Навязчивый звук, в котором, казалось, сочетались типичные мяуканье медвежонка и что-то совершенно незнакомое. Движения шестого детеныша вызвали еще один шок. В то время как его братья и сестры демонстрировали типичные для новорожденных нескоординированные движения, этот детеныш продемонстрировал замечательный контроль над мышцами. Через несколько минут после рождения он уже начал целенаправленно двигаться по направлению к своей матери. На его огромных лапах виднелись отчетливые отметины, напоминавшие древние наскальные рисунки мифических существ. Реакция Луны на своего необычного отпрыска добавила еще больше загадочности. Несмотря на очевидные различия, она не выказывала никакого неприятия. Вместо этого она, казалось, уделяла особое внимание шестому детенышу, аккуратно размещая его среди своих братьев и сестер. 5 обычных детенышей, все с ожидаемым черным мехом и типичными чертами новорожденного, столпились вокруг своего необычного брата, как будто не чувствовали ничего необычного. Доктор Митчелл схватил свой медицинский журнал, его ручка летала по страницам, пока он записывал каждую невероятную деталь. Предполагаемый вес медвежонка значительно превышал нормальные параметры. Характерные отметины, которые, казалось, мерцали в утреннем свете. Передовая разработка, которая опровергла все известные данные о закономерностях роста медвежонка. Каждое последующее наблюдение казалось невероятнее предыдущего. Сара Коллинз, которая более 15 лет помогала рожать медведиц, наконец-то обрела голос. «Доктор», — прошептала она, — «посмотрите на его лапы». Доктор Митчелл проследил за направлением ее пальца, и у него перехватило дыхание. На подушечках лап медвежат был виден сложный узор из отметин, которые, по-видимому, образовывали естественные символы, чего раньше не наблюдалось ни у одного вида медведей. До них начали доходить последствия того, чему они стали свидетелями. Это было не просто необычное рождение или редкая генетическая мутация. Это было нечто такое, что заставило научное сообщество пересмотреть все, что, по их мнению, они знали о биологии дикой природы. Шестой детеныш представлял собой биологическую невозможность, которая каким-то образом существовала прямо у них на глазах. Слух о необычном рождении распространился по заповеднику со скоростью лесного пожара. Через несколько часов наблюдательный пункт заполнился экспертами по дикой природе из соседних учреждений, каждый из которых был привлечен сообщениями о чем-то беспрецедентном. Доктору Митчеллу пришлось несколько раз объяснять последовательность событий, но каждый следующий рассказ казался таким же невероятным, как и первый. «После появления 5 обычных медвежат мы подумали, что все кончено», объяснил он доктору Рэйчел Ванг, ведущему специалисту по генетике медведей, прилетевшей из Сиэтла. Затем Луна произнесла нечто, что не поддается объяснению. Он указал на смотровое окно, где шестой детеныш продолжал демонстрировать поведение, которое не должно было быть возможным у новорожденного. Необычный детеныш уже начал проявлять признаки осознанности, на развитие которых у медвежат обычно уходят недели. В то время как 5 его братьев и сестер сосали грудь и спали, как положено нормальным новорожденным, шестой детеныш проявил беспрецедентную бдительность. Его янтарные глаза, которые должны были оставаться закрытыми в течение нескольких недель, следили за движением в комнате наблюдения. Серебристо-белые отметины на его мехе, казалось, двигались и поблескивали в свете ламп святилища, создавая узоры, которые завораживали наблюдателей. Результаты лабораторного обследования только усугубили загадку. Анализ крови детеныша выявил особенности, ранее не встречавшиеся у медведей. Температура его тела была на несколько градусов выше, чем у его братьев и сестер,
но никаких признаков лихорадки или недомогания обнаружено не было. Самым загадочным были показания ее сердца, которые показывали ритм, казавшийся невозможным для ее размера и возраста. Поведение Луны по-матерински продолжало восхищать медицинскую бригаду. Она, по-видимому, понимала, что ее шестой детеныш требует особого внимания, и часто устраивалась так, чтобы скрыть его от прямого наблюдения. Когда медвежонок издал свои необычные звуки, в которых смешались обычные крики медвежонка с чем-то совершенно другим, Луна ответила уникальным ракочущим звуком, который она не использовала ни для одного другого медвежонка. «Потребуются годы, чтобы понять только генетические последствия», прокомментировала доктор Ванг, не сводя глаз с семейной группы. «Если то, что вы говорите, верно, этот детеныш представляет собой нечто совершенно новое в эволюции медведей». Она сделала паузу, наблюдая, как необычный детеныш демонстрирует еще одно невероятно скоординированное движение. Главный вопрос в том, откуда взялись эти черты. К вечеру в заповеднике были приняты чрезвычайные меры безопасности. У ворот уже собирались представители информационных агентств, привлеченные шепотом передаваемыми слухами о чем-то примечательном в медвежьем вольере. Доктору Митчеллу звонили из центров охраны дикой природы по всей стране, и каждый из них с трудом верил в его рассказ, пока не увидел видеодоказательства. Видеозапись рождения и уникальных характеристик детеныша была размещена в нескольких местах. Доктор Митчелл знал, что научное сообщество потребует неопровержимых доказательств каждого утверждения. Сочетание размера, окраски, передовых разработок и загадочных меток будет вызывать интерес у исследователей на долгие годы. Когда над Центром восстановления дикой природы Монтаны опустилась ночь, необычная семья начала свой первый совместный вечер. 5 обычных медвежат мирно спали, прижавшись к теплому меху своей матери, но их замечательный брат по-прежнему внимательно следил за окружающим миром. Серебристо-белые отметины на его шерсти, казалось, мягко светились в тусклом свете приборов ночного наблюдения, создавая почти неземной эффект, который завораживал ночной персонал. Под инфракрасными камерами таинственные символы на его лапах пульсировали необъяснимым свечением. Доктор Митчелл сидел в своем кабинете, окруженный предварительными отчетами и документацией о событиях этого дня. На экране его компьютера отображались десятки электронных писем от научно-исследовательских институтов дикой природы со всего мира, в каждом из которых запрашивалась дополнительная информация о беспрецедентном рождении. Ведущие генетики с 3 континентов уже забронировали авиабилеты в Монтану, желая своими глазами увидеть то, что многие называли самым значительным открытием дикой природы столетия. Видеозапись была тщательно сохранена на защищенных серверах, что позволило сохранить свидетельство того, во что многие иначе отказались бы верить. За все годы работы в медицине дикой природы, написал он в своем официальном отчете, ничто не могло подготовить меня к тому, что произошло после появления этих 5 детенышей. То, что мы наблюдаем сегодня, бросает вызов всем нашим представлениям о генетике и естественном развитии медведей. Его пальцы замерли над клавиатурой, пока он подыскивал слова, чтобы описать невероятное создание, появившееся на свет последним после необычных родов Луны. Даже самый технический, научный язык казался недостаточным, чтобы передать масштаб того, чему они стали свидетелями. Службы безопасности заповедника сообщили о растущей толпе у ворот объекта. Просочились новости о чем-то необычном, привлекшие внимание средств массовой информации со всего штата. Местные телевизионщики уже установили свое оборудование, транслируя в прямом эфире новости о слухах о беспрецедентном событии в дикой природе. Доктор Митчелл знал, что они не смогут долго скрывать это открытие, да и не должны были. То, чему они стали свидетелями, навсегда изменит медицину дикой природы, откроет новые главы в научных исследованиях и понимании. Луна, казалось, не подозревала о том переполохе, который вызвали ее замечательные роды. Она продолжала заботиться обо всех 6 детенышах с одинаковой преданностью, хотя в ее общении с необычным последующим были заметны небольшие различия.
То, как она стояла, чтобы скрыть его от посторонних глаз, и уникальные звуки, которыми они обменивались, свидетельствовали о понимании его особой природы. Команда медиков зафиксировала более 20 различных звуков, издаваемых матерью и необычным медвежонком. Уровень общения, намного превышающий уровень взаимодействия обычных медведей. Когда приблизилась полночь, доктор Митчелл в последний раз посетил смотровую. Необычный детеныш проснулся, в его янтарных глазах отражался мягкий красный свет камер ночного видения. Эти глаза следили за его движениями с умом, который не должен быть присущ новорожденному медведю. Таинственные знаки на его лапах, напоминающие древние символы, казалось, слабо пульсировали в темноте. Каждый раз, когда он двигался, узоры, казалось, смещались и перетекали по его меху, бросая вызов традиционному пониманию структуры шерсти млекопитающих. «Что ты?» – прошептал он сквозь стекло. «Откуда ты взялся?» Детеныш повернул голову на звук его голоса, продемонстрировав еще один невероятный навык координации движений. 5 его братьев и сестер мирно спали, не подозревая, что их необычный брат или сестра переписали все, что известно об их виде. Ответом детеныша было тихое чириканье, не похожее ни на что из того, что когда-либо было зафиксировано при общении медведей. Завтрашний день принесет с собой команды исследователей, бесконечные вопросы и начало научного путешествия, которое продлится долгие годы. Эксперты генетики проанализировали бы каждый аспект этого удивительного существа. Биологи-эволюционисты обсудили бы его значение. Защитники природы поспорили бы о его значении для защиты дикой природы. Но сейчас, в тихие часы этой замечательной ночи, доктор Митчелл просто наблюдал за невероятным существом, появившимся на свет после появления этих 5 детенышей. События этого дня будут обсуждаться, изучаться и популяризироваться в области медицины дикой природы для будущих поколений. Но никто из тех, кто был свидетелем родов, никогда не забудет момент, когда Луна, обычная черная медведица, родила нечто необыкновенное после рождения своих 5 медвежат. Нечто, заставившее даже самого опытного ветеринара усомниться во всем, что, как ему казалось, он знал о мире природы. Когда доктор Митчелл делал свои последние записи за день, он понял, что это было нечто большее, чем просто необычное рождение. Это было напоминанием о том, что природа все еще хранит тайны, недоступные человеческому пониманию, которые ждут своего открытия в самые неожиданные моменты. Не пропустите еще больше невероятных историй о дикой природе, таких как необычное рождение Луны. Ваша поддержка помогает нам продолжать делиться этими замечательными историями о дикой природе. Давайте вместе исследуем удивительный мир животных. Нажмите на подписку ниже и станьте частью нашей семьи, любящей дикую природу, уже сегодня.